Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Вот такой вот кофточку или жакетик, можно назвать его по-разному, в стиле Коко Шанель я вам предлагаю сегодня со мной связать. Подробный мастер-класс следует, да, вы сможете его посмотреть. Немножко я расскажу, как я вязала. Значит, вязала я снизу вверх, делала проймы, делаю вырез по горловине. Здесь прорезные карманчики, они не фальшивые, они вот с мешковинкой в серединке, да. Значит, застежку я сделала то есть на кнопочках. Я не стала делать прорези для пуговиц, мне так больше понравилось. Обвязала изделие вот таким вот красивым швом, все по кругу, это крючком обвязано. Вот использовала два цвета. Значит, какая нитка, все я подробно расскажу в мастер-классе. Вот эти рукавчики можно и подворачивать, можно и так носить. И я думаю, что вот эта курточка или кофточка, жакетик понравится вашей девочке. Я вязала это на девочку 8-10 лет. И теперь, значит, кому нравится, пожалуйста, переходите к мастер-классу, и мы вместе свяжем вот такое вот изделие. Итак, дорогие мои подписчики, зрители моего канала, продолжаем с вами мою жизнь на YouTube. Мой творческий кризис закончился, и мне наконец-то пришла идея, что я хотела бы связать для своей следующей внучки. У меня их трое, как те, кто смотрит мой канал, знают об этом, да. Для одной девочки я уже связала худи с капюшоном, вы его уже видели. А сейчас для второй девочки я хочу связать такой вот жакетик в стиле Коко Шанель. Значит, будут вточные рукава. Причем рукава будут не со спущенным плечом, а будут именно вточные рукава. Значит, горлышко будет вот такое круглая горловина сзади и спереди. И будет отделано, ну, как в стиле Коко Шанель, да. Вот здесь будет отделана горловина таким как бы шнуром. И там, где застежка, и по низу будет все это отделано. И здесь впереди я таки сделаю два прорезных карманчика, но это на полочке. Сейчас мы начинаем вязать со спинки. Значит, для начала я вам расскажу, значит, какая пряжа. Я опять буду использовать вот такую вот пряжу. Это у меня есть такая, значит, бордовая и вот такая светло-серая. Она одинакового состава. Значит, состав здесь в 100 граммах 550 метров. 80% акрила, 10 мохера и 10 шерсти. Вот такую пряжу я буду брать. И так как она довольно тоненькая, я буду вязать в 2 ниточки. Значит, 2 ниточки серой, а бордовой у меня немножко меньше этой пряжи, поэтому это мои проблемы, да. Я буду брать вместо второй ниточки, у меня есть бобинная пряжа, вот такая тоненькая, вот видите, вот они немножко отличаются по цвету. Тоненькая бобинная пряжа, и вот я ее буду брать в 3 ниточки. Значит, как вязать с бобины сразу в 3 слоя, я вам расскажу в отдельном видео, кому это интересно, да. Сейчас я не буду тратить на это время. В общем, короче говоря, у меня бордовая вот так, одна бордовая и в 3 сложения такая бобинная пряжа, а серенькую я вяжу в 2, ну, обыкновенно 2 ниточки. Значит, размеры. Что у нас по размерам? Значит, у меня окружность груди у девочки это на 8 лет. Значит, 62 это полный объем, делим на 2, 31 это без припусков на швы. Поэтому вот половинку изделия я для себя определилась, я буду брать 38 сантиметров. И я еще взяла 2 размера поменьше, буду писать вам отдельно просто размеры. Вы сами рассчитываете петли, если вам этот размер лучше, больше подходит, да. Это все в сантиметрах. Это поменьше. Значит, у меня девочка, как сказала, 8 лет. Она довольно такая высокая, стройненькая. Но никаких экстра. Стандартная фигура девочки 8 лет. И вот такой жакетик я буду ей вязать. Единственное, что я вот здесь взяла 30 сантиметров. Я не хочу чуть ниже талии. Чуть-чуть подлиннее сделала. Будет как бы так вот жакетик, кофточка. Да? Ну, это мое видение. Я так хочу. Дальше. Естественно, вы должны тоже выбрать свою пряжу, связать образец. И вот смотрите, образец я связала. Вот я выбрала такой рисунок. Это вот как раз рисунок
называемый так в стиле Шанель, да. Вот два цвета опять я буду использовать. И вот этот узор, он очень хорошо держит форму, да, как раз вот для такого жакетика, потому что жакетик должен быть прямой. Он будет сидеть, никаких стяжек посередине, внизу ничего не будет, просто будем начинать и сразу будем вязать. Да, вот вы тоже свяжите, пожалуйста, образец. Я свой образец связала и уже даже постирала его, потому что я немножко сомневалась, как будет лежать вот эти разные нитки. Это вот с шерстью, это здесь с хлопком, как это все будет вместе сочетаться. Но сочетается хорошо, нигде ничего не растянулось, не полезло, все лежит хорошо, и поэтому я спокойно буду вязать дальше. Значит, вы вяжете образец, подбираете ниточки, образец, свяжете и высчитываете свою плотность вязания. Итак, у меня получилась плотность вязания. В 10 сантиметрах у меня 22 петли. Значит, естественно, что в 1 сантиметре у меня 2,2 петли. И я рассчитываю свое количество петель, которые я буду начинать набирать на спинке. 38 петель я умножаю на плотность, и у меня получается 83 петли. Значит, для рисунка количество петель должно быть нечетным. Поэтому, если у вас получается нечетное, замечательно. Если четное, вы или добавьте 1 петлю, или уберите 1 петлю. Но количество петель должно быть нечетным. И плюс 2 кромочные, естественно, они уйдут в шов. Значит, всего я буду набирать 85 петель самым обыкновенным способом. Берете просто ниточку, да, значит, петелечку и самый обыкновенный, вот так вот. Просто набираете, да, с большого пальца, так называемый. И вот это наборный ряд. И так мы его набираем. Значит, чтобы угадать с хвостиком, какой вам отложить, значит, я всегда для себя считаю так, что вот если мне надо набрать 85 петель, то это 85, я даже написала сантиметров, хотя это имеется в виду петли. Значит, беру, как будто за 85 петель считаешь это 85 сантиметров и умножаю на 1,5. Ну, примерно где-то 1,25 м. Вот этот хвостик, чтобы вам хватило на все количество петель, вы оставляете. Теперь мы что с вами делаем? Мы набираем самым обыкновенным способом на спице нужного вам размера, нужное количество вам петель и начинаем вязать наш рисунок. Значит, как вяжется рисунок? Значит, есть отдельное видео, я его специально смонтировала, сняла, чтобы опять-таки не терять время на рисунок. Я оставлю ссылку в описании, как вяжется этот узор. Узор можно вязать, вот видите, эти серенькие вкрапления, они или в шахматном порядке идут, или могут идти один над одной. Это вы выберете, как вам больше нравится. Я решила вязать вот так вот в шахматном порядке. Значит, мы набираем сейчас наше количество петель и вяжем на нужную нам высоту, до проймы. Вот это расстояние вы можете сами определить, померьте у себя на девочке, или чуть покороче хотите, чтобы было вот как до талии, чуть длиннее талии, или чуть пониже, чтобы закрыло вот до бедер. Это на ваше усмотрение, да, здесь вот как раз вот этот размер вы можете сами для себя определить. И вяжем, так как еще раз сказала, мы набираем петли и вяжем до проймы. Я уже это начала делать, я до проймы, правда, еще не связала, но я вам покажу, как получается. Вот посмотрите, какая красота у меня получается. Вот я уже связала, мне кажется, уже... Да, 20 сантиметров я связала, вот, и вот лежит вот это полотно, вот замечательно, вот эта вязка лежит замечательно, как будто вот кусочек твида. Я вот делаю выкройку из твидовой ткани и буду сшивать, и буду делать жакетик для своей девочки. Поэтому я пока результатом довольна. Значит, я продолжаю вязать дальше до проймы. Вы тоже это делаете, и потом мы с вами встретимся. Ну вот, я спинку довязала до проймы. Единственное, что я собиралась вязать 30 сантиметров, но я решила остановиться. Вот у меня здесь 28 сантиметров. Я думаю, что этого хватит, потому что как бы вот такой фасон, вот этот жакетик в стиле Коко Шанель не предполагает быть очень длинным. Поэтому я решила все-таки на этом остановиться. Тем более, что здесь еще будет обвязка небольшая. Ну, она пусть будет полсантиметра, но тем не менее. Значит, вот я довязала до проймы. Сейчас мы с вами находимся вот в этом месте, спинку, да, вот я перечеркнула, и я связала 28 сантиметров. Вы смотрите сами, да. И теперь нам надо будет сделать
здесь закрытие петель для проймы. Значит, для моего размера у меня 5 сантиметров. Умножая на мою плотность, у меня получается 11 петель. Я должна закрыть с каждой стороны. И вот на спинке, если кто-то занимался шитьем, знает, что по спинке делается такая более пологая пройма. По переду, вот это будет у меня перед, здесь будет такая вот более глубокая. Это вот по анатомии нашего тела так изделие будет сидеть лучше. Но количество петель сокращать будем одинаково. Значит, по спинке у меня это 11 петель, по переду это у меня тоже будет 11 петель. Ну, к переду мы еще вернемся. Сейчас по спинке. Значит, я буду делать 3 петли, 2 петли и потом 6 раз по одной петле. Как мы это будем делать? Вот смотрите. Я сейчас буду начинать, значит, в том ряду, где у меня идет основной цвет. Это у меня мой красный цвет. И в первом ряду, как я сказала, я буду закрывать 3 петли. Значит, первую я снимаю, потом раз, протягиваю, 2, протягиваю, 3, протягиваю. Вот в этом месте я закрыла сейчас 3 петли. Дальше вяжу по рисунку. У меня все петли лицевые вяжутся основным цветом. Значит, этот ряд я закончу. И с другой стороны, отсюда, мы будем закрывать в изнаночном ряду, так как закрывать надо всегда в начале ряда. Значит, сейчас я довяжу вот этот ряд до конца, и мы встретимся. Ну вот я первый ряд довязала. Теперь мы с вами разворачиваемся. И этот следующий ряд по рисунку у меня тоже основной ниткой тоже все лицевые. И опять я делаю то же самое. Раз, закрыла петлю, 2, закрыла петлю и 3, закрыла петлю. Вот мы сделали два раза, то есть по разу с каждой стороны по 3 петли мы закрыли. Сейчас я довязываю этот ряд основной ниткой до конца ряда. Опять у меня тут идут все лицевые. Ну вот, второй ряд я тоже довязала. И теперь, значит, третий ряд. Вот смотрю, вот я сейчас по 3 петли с каждой стороны я закрыла. Теперь мне надо закрыть по 2 петли. Я беру, у меня следующий цвет серый. И опять провязываю, значит, кромочную я снимаю. Потом провязываю серый. Протягиваю через первую. Раз я закрыла. И 2 петельки закрыла. И теперь дальше смотрю по рисунку. Здесь у меня серая должна быть вот на второй. Значит, вот эту я снимаю, серый провязываю, снимаю, серый провязываю. И так я вяжу опять до конца ряда. Третий ряд я довязала. Теперь мы разворачиваемся, и в четвертом ряду теперь с этой стороны мы должны закрыть 2 петельки. Кромочную я снимаю, первую провязываю, протягиваю через кромочную, и вторую провязываю, протягиваю через кромочную. Вот мы 2 петельки закрыли. А дальше опять по рисунку. Эту снимаю нитку перед работой, серой провязываю. И так опять до конца ряда. Ну вот, мы провязали с вами 4 ряда и сделали, значит, смотрите, по 2 сокращения. Сначала мы 3 сделали с каждой стороны петли, потом 2 петли сократили. И нам осталось теперь сократить 6 петель по одной петле в каждом нечетном ряду. То есть в первом, третьем, пятом, седьмом, девятом. И сейчас мы будем делать симметрично с каждой стороны. Значит, как мы это будем делать? Все легко и просто. Сейчас я беру уже основной цвет теперь у меня. И мы начинаем. Кромочную я снимаю и провязываю одну лицевую, а 2 остальных лицевых я провяжу вместе с наклоном влево. Да? Значит, я поменяю стенку петель
и провяжу 2 петельки вместе с наклоном влево. Дальше я продолжаю вязать все лицевыми петлями. Это мой основной цвет. По рисунку все лицевые. И в конце ряда мы сделаем то же самое. Мы не довяжем до конца кромочную и 1 петельку, а потом 2 свяжем вместе с наклоном вправо. То есть здесь мы менять стенку не будем, а просто провяжем их 2 вместе. Это будет 1 раз сокращение. Итак, нам надо будет сделать с вами 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? Каждый раз вы будете делать и зачеркивать, чтобы не путались. Или обводите кружочком. После того, как это вы сделаете, сейчас вот закроете по 6 петель с каждой стороны, будете продолжать просто вязать по прямой на высоту. Вот видите, от проймы, вот подошли мы к пройме, и до того места, когда мы начнем сделать скос плеча, в моем случае это 16,5 сантиметра. Вот давайте сейчас вот от этого места, когда мы начали делать сокращение, провяжем 16,5 сантиметра. То есть я буду вязать 16,5, а вы по своему размеру, да? Значит, с учетом того, что мы вот уже отсюда начали вязать, вот от этого места, где мы начали первый раз сокращать, мы будем вязать 16,5 сантиметра. Ну вот смотрите, моя спинка почти готова. Я провязала вот пройму на нужную мне высоту. Это у меня 16,5 сантиметров. И теперь мы с вами будем вывязывать плечи, скос плеча и вырез по горловине. Значит, у меня здесь 63 петли. Я не знаю, сколько у вас. Вы посчитаете свое количество петель. Значит, по схеме. Я смотрю по схеме. Итак, вот здесь у меня получается, у меня здесь 63 петли после сокращения по пройме. И теперь вот эти 63 петли я разделила, соответственно, чтобы на плече было 7,5 сантиметров по 7,5, а на горловине у меня 13,5. И вот исходя из этого, у меня получилось, что на плече у меня 17 петель на каждом, а по горловине у меня 29 петель. И вот, вот эти петли я сейчас здесь повесила маркеры, да? Вот здесь у меня 17 петель плечо и 29 петель это у меня горловина. Теперь мы будем делать скос плеча. Значит, у меня, смотрите, скос плеча 2 сантиметра. При моей плотности вязания 2 сантиметра это 10 рядов. Значит, мы будем сейчас вязать и делать скос плеча в течение 10 рядов. И теперь давайте я вам буду объяснять, как мы это будем делать. Значит, чтобы сделать 10 поворотных рядов, мне надо разделить мой участок плеча на 1, 2, 3, 4, 5 отрезков. Из них 17 петель у меня. Значит, я сделаю 6, нет, 4, 4, 3, 3, 3, 9 и 8. Да, у меня получится 17 петель. Значит, вот сейчас я повешу на первом плече, которое мы будем делать. Это вот это плечо. Я сейчас повешу маркеры. Значит, первый маркер у меня 4 петли. 1, 2, 3, 4. Сломанный маркер. Как он сюда попал? Значит, выброшим. Значит, 4 петли. Следующий маркер у меня опять 4 петли. Потом у меня 3 петли. 1, 2, 3 петли. И еще один маркер. Тоже 3 петли. 1, 2, 3. И до оранжевого у меня осталось тоже 3 петли. И как мы сейчас будем вязать? Мы сейчас находимся с вами вот в этом месте. Вот у нас площадка горловина. И что мы делаем? Мы сейчас вяжем первый ряд. Мы вяжем до начала площадки, до оранжевого маркера. И закрываем все петли, которые у нас находятся между плечами. То есть у меня горловина будет выглядеть вот таким образом. Скос плеча и здесь посередине. Вот так.
здесь 2 сантиметра. Да? Я не буду здесь делать скосы круглые, я вот такие вот сделаю, потому что потом, когда мы это все будем обвязывать, это все уберется. Значит, мы сейчас вяжем с вами первый ряд до первого оранжевого маркера и закрываем все петли горловины. И потом довязываем первый ряд до конца. Маркеры просто переносим, да, ничего пока с ними не делаем. Значит, вот это у нас будет первый ряд. Давайте вот мы его сейчас провяжем. Первый ряд я провязала. И до конца, да, первый ряд. Теперь мы разворачиваемся и вяжем второй ряд уже вот до этого места, да. То есть я поворачиваюсь и вяжу второй ряд до начала моей горловинки. И маркеры тоже все просто переношу. Так, теперь мы с вами вяжем. Значит, мы провязали первый ряд до конца и второй ряд мы вернули. Сейчас мы будем вязать третий ряд до первого маркера от начала проймы. Вот здесь у меня оранжевый маркер. Сейчас вяжем в эту сторону. Ну, значит, я немножко не подумала, может, надо было начинать сначала вот это плечо делать, так как здесь серый цвет. Но ладно, я возьму сейчас, у меня есть маленький клубочек второго дополнительного цвета, я буду делать им. Итак, значит, я первую петельку снимаю, из нее буду делать кромочный. И теперь смотрю, по рисункам вот это у меня вяжется серым, это снимается. Переношу маркер серым, снимаю серым, переношу маркер. Снимаю, серым снимаю, серым снимаю, серым снимаю. И вот я дошла до маркера. Маркер я убираю. И теперь смотрю, вот у меня изнаночная петля здесь. Я ввожу, значит, на ряд ниже и провязываю тоже изнаночной петлей. И одеваю ее назад. И теперь мы можем развернуться. И это у нас будет и четвертый ряд. Вяжем до этого места. Так, значит, теперь мы вяжем четвертый, мы провязали. Теперь мы вяжем пятый ряд опять в эту сторону до следующего маркера. Это у меня вот зеленый маркер. И цвет мне сейчас нужен брать по рисунку. Основной цвет это у меня бордовый. Значит, я кромочную снимаю и вяжу все петли. Переснимаю маркеры, которые по пути встречаются. И вот довязываю до зеленого маркера. Вот я его переснимаю. Теперь опять у меня на ряд ниже изнаночная петля. Я провязала изнаночной и разворачиваюсь. Это мы провязали с вами пятый ряд. Шестой ряд мы вяжем просто все лицевые. Так, провязали шестой ряд. Вот, смотрите, мы провязали с вами шестой ряд. Теперь мы седьмой ряд еще раз развернемся, восьмой ряд назад вернемся, девятый ряд еще раз вернемся, а десятый вернемся вот в эту точку. Вот смотрите, проделайте сами. Значит, один раз здесь развернетесь, и потом второй раз здесь развернетесь и вернетесь сюда. Ну вот смотрите, как у меня получилось плечо, да? Все вот таким наклоном. Теперь мы что делаем? Мы вот эту серую ниточку мы можем обрезать. Основную ниточку я тоже могу обрезать, но мы ее оставим подлиннее, потому что мы... Нет, не будем оставлять тоже мы ее обрежем. Все. И теперь вот эти все наши петельки мы переснимем на
какую-нибудь бросовую ниточку, да, вот возьмите любую другую ниточку, вот я возьму ее беленькую, возьму нитку с иголкой и пересниму все вот эти петли на ниточку с иголкой. И тогда у нас вот это первое плечо будет закончено. Все. Так, первое плечо у нас закончено. Теперь мы делаем то же самое со вторым, да? Мы вешаем опять маркеры. И вот смотрите, мы здесь провязали первый ряд основной ниткой, второй ряд мы будем вязать по изнанке. И разворачиваться на этом плече мы будем по изнанке. Значит, мы отсюда сейчас начнем вязать. Эту можно убрать. Возьмем наш основной цвет и по изнанке будем вязать все бордовые до первого маркера. Здесь мы развернемся и вернемся назад. Уже надо будет нам взять серый цвет, потому что мы уже первый ряд основной связали и второй ряд связали. Третий ряд нам надо будет уже взять серую ниточку, да? И так вот мы свяжем с вами второе плечо. И когда мы его закончим, мы тоже переснимем все петельки на дополнительную ниточку. Ну и все, спинку мы с вами закончили. И теперь будем продолжать и будем вязать с вами полочки. Ну вот, переходим теперь к следующему этапу нашей работы. Мы должны будем связать с вами две полочки. Я немножко ушла вперед, я уже связала одну полочку, даже связала рукав. Вот покажу, чтобы вы видели, что у нас получается, да, вот такой рукав, потом будем отделывать и рукава, и все дальше. Вот, но не переживайте, мы все вместе с вами проделаем. Итак, сейчас мы будем вязать полочку. Вот я связала, это у меня левая полочка, я буду вязать правую. Значит, почему лучше начинать с левой полочки? Потому что если вы будете делать пуговицы, то сначала лучше связать вот эту полочку, а потом ту, на которой надо будет делать петли. И вы уже прекрасно поймете, в каких местах вам нужно будет сделать петельки, да? Я петли делать не буду. Я решила этот жакетик, как хотите его назовите, я буду использовать кнопки. Вот у меня вот такие есть кнопочки. Вот они так вот прозрачные, видите? И я их буду использовать. Я, значит, здесь будет одна кнопочка, а там, когда закрываться, будет вторая кнопочка. И я их здесь пришью. Поэтому, значит, у кого будут кнопки, тогда не заморачивайтесь с петельками. Кто будет делать пуговички, значит, вяжите сначала вот эту часть, а потом, когда будете вязать вторую часть, вы посмотрите, где, в каких местах вам надо будет сделать пуговицы. Естественно, внизу первая, потом наверху, и от нее рассчитайте количество, в каких местах вы будете делать петли. Петли, вы знаете, 2 петельки закройте, а в обратном ряду над этими двумя сделайте 2 накида, и потом продолжайте, у вас будет петля. Так, теперь, значит, что мы делаем? Вот мы возвращаемся к нашей выкройке. Я возвращаюсь к своей выкройке, вы возвращаетесь к своей выкройке. Значит, у меня по спинке 85 петель. Значит, вот это количество 85 петель я делю на 2. Делю на 2. Вот у меня получается... Так, получше. Что-то совсем. Вот у меня получается 42 петли. И плюс 4 петли, это здесь, вот как вы понимаете, вот впереди мы должны сделать дополнительные петельки для нашей планки. Вот вся у меня планка будет вот такая, это 8 петель, примерно 3,5 сантиметра. Значит, естественно, половину планки я здесь добавлю, а вторую половину планки я добавлю на второй полочке. Значит, всего мне надо будет добавить на каждой полочке по 4 петли. Вот эти 4 петли и отсюда получается. Значит, у меня 42. Я добавляю 4 петли на планочку и 1 кромочную. И все у меня получается 47 петель. Сейчас мы набираем самым обыкновенным способом, как мы делали вот здесь вот по спинке.
Итак, значит, сейчас мы набираем с вами самым обыкновенным способом наше количество петель. У меня это 47. И будем вязать планку. Вы начинаете с какой хотите. Я сейчас буду вязать вторую планку. И буду вязать на высоту 12 сантиметров до входа в карман. И теперь о карманах. Значит, карман. Я сделала его вот таким вот прорезным. Здесь вот у меня вход в карман. Сзади вот у меня мешковина такая. Получилось очень неплохо. Причем я сначала сделала ластовицу вот эту серенькой. Мне не понравилось. Я переделала, сделала ее бордовой. Мне кажется, так лучше смотрится. Да, но вот этот карман стоит как бы ваших затрат времени. Он как бы довольно кропотливая работа. И поэтому, кто чувствует в себе силы, пожалуйста, я расскажу, как это все делается, да. Кто считает, что он еще не очень уверен в себе, да, он может просто вот здесь вот набрать петельки вот прямо поверху и связать как бы фальшивый карман. Вот связать только вот эту ластовицу, закрыть здесь петельки и потом ее просто пришить. И у вас будет как бы вот будет есть вход, но самого кармана не будет. Это второй вариант. Третий вариант. Вы можете связать накладной карман здесь и просто его пришить. И четвертый вариант. Ничего не делать. Не делать карман. Поэтому вы сами для себя определитесь. Вот пока мы сейчас будем вязать, начинаем полочку и вяжем до входа в карман. Это у меня 12 сантиметров. И за это время вы подумаете, нужен вам карман или не нужен. Если нужен, то какой. Так что давайте будем работать. Ну вот смотрите, я довязала вторую свою полочку, вот она у меня вторая полочка, до того места, где мы будем делать вход в карман. Итак, значит, для тех, кто определился, что хочет делать карман, я оставлю ссылку на видео, где это мой мастер-класс, по которому я сама сейчас вязала карман, потому что я этот мастер-класс сделала пару лет назад, конечно, все что-то освежить, да, поэтому я еще раз провязала этот карман по своему мастер-классу, и там все понятно. Поэтому вы сначала посмотрите, может, мастер-класс, а потом решите. Сейчас мы будем делать только вход в карман, потом мы его как бы этот вход закроем и сможем продолжать полочку вязать дальше. А после того, как мы свяжем полностью полочку, вернемся, и тогда можно, то есть вы вернетесь уже, и можно будет делать отдельно карман. Поэтому еще раз призываю к тому, что посмотрите. Если вы считаете, что вы справитесь, пожалуйста, делайте со мной. Если нет, другие варианты я вам рассказала. Значит, что я сделала сейчас? Вот я отметила, это у меня 8 петель, это моя планка. Потом остальные петли. Я после планки отделила еще 10 петель, от края тоже 10 петель, и посерединке у меня осталось 19 петель для входа в карман. Вы сами посмотрите, вот для ребенка, сколько петель для девочки надо, вот как бы планку уберите, а потом посерединке вот найдите такую серединку для входа в карман, сколько вы считаете нужным. Единственное, что это количество петель должно быть кратно, то есть нечетным числом. Вот у меня здесь то же самое, 19 петель, вход в карман. Итак, значит, мы продолжаем вязать сейчас нашу планку, то есть не планку, нашу полочку. Значит, у меня сейчас красный цвет, то есть основной мой цвет. И я вяжу, сейчас у меня все лицевые петли. Значит, я провязываю маркер, который определяет планку, отделяет, переснимаю его и вяжу дальше до того маркера, который я определила для входа в карман. Так, значит, вот у меня осталось вот чуть-чуть. Все, мы дошли до этого места, где будет начинаться вход в карман. Теперь нам понадобится контрастная ниточка. Она, может, у меня не совсем контрастная, но я пойму, да. Я взяла белую. Вы можете взять любую другую, да, черную там какую. Но с белой потом проще работать. И вяжу просто лицевыми петлями вот этой контрастной ниточкой до следующего маркера. То есть вот эти петли, которые мы определили для входа в карман. Вот здесь вот уже осталось чуть-чуть. У меня здесь 19 петель. Так, вот я довязываю до этого места. Все. Вот это мой вход в карман.
Теперь я могу снять и этот маркер. И что мы делаем дальше? Вот эту ниточку, которая у нас наша вспомогательная, мы ее обрываем, она нам больше не нужна. И что мы делаем? Вот эти петли, которые мы связали бросовой ниточкой, мы их одеваем назад на спицу. То есть вот эти все петли 19, которые у меня провязаны контрастной ниткой, я их переношу назад на левую спицу. Все. И теперь что мы делаем? Мы продолжаем опять вязать нашей. Я вязала красной ниткой все лицевые. Я все продолжаю вязать вот эти петли, которые были контрастной ниткой, провязываю красной. То есть я продолжаю вязать свой рисунок, не обращая внимания теперь вот на эти. Вот видите, у меня теперь будет в середине вот эти белые нитки, 19 петель связаны белой ниточкой. Это у меня будет вход в карман. Все. Вот я дошла до конца и продолжаю вязать свою полочку до конца ряд. Вот. И вот этот вход в карман мы сейчас определили. И он может теперь нас подождать, пока мы не свяжем всю полочку до конца, как бы соединим ее со спинкой, и можем как бы просто довязать полочку, потом связать карман и потом еще соединять. Тут уже на ваше усмотрение. И теперь мы вяжем нашу полочку на ту же высоту, что у нас спинка, до проймы, да? Значит, вот мы здесь сейчас сделали вход в карман и продолжаем вязать нашу полочку до того места, где мы будем делать пройму. И теперь мы вспоминаем, мы когда с вами собирались, то есть когда мы вязали с вами спинку, у меня нету, сейчас, секундочку. Вот, просто чтобы напомнить, у меня на другом блокнотике это все было, да? Помните, когда мы делали, мы должны сократить по 11 петель на пройме, но на спинке мы делали 3, 2, а потом 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель по одной. А напереди, на полочках, я сказала, что мы сделаем по-другому. Мы сделаем сначала 4, 3, то есть не площадками такими закроем, 4, 3, а потом 4 раза по одной свяжем по 2 петельки вместе после кромочной. Значит, сейчас мы, после того, как вы довяжете до этого места, мы сделаем сокращение. Значит, так как вот эту планочку или вот площадочку 4, потом 3, они закрываются в начале ряда, то вот на этой полочке вы дойдете до конца ряда и потом в начале закроете, довяжете до конца, третий ряд довяжете и в четвертом закроете в эту планочку, а потом в каждом втором ряду вот эти 4 петли. На этой полочке наоборот, вы в начале ряда закроете 4 петли, довяжете до конца, вернетесь, закроете еще 3 петли, довяжете до конца, вернетесь и потом будете закрывать по одной 4 раза. Это просто в зеркальном отображении. Значит, мы сейчас с вами вяжем до проймы, потом делаем сокращение, кто какую полочку вяжет, да, делаем сокращение и вяжем до того места, когда нам надо будет формировать вырез по горловине. Значит, у меня это получается, значит, вся пройма у меня 16,5 сантиметров плюс 2 скос. Всего, значит, у меня получается, если брать вот это расстояние, у меня это 18,5 сантиметра, да? Вот вы свое тоже померьте. Так как у меня вырез по горловине 7 сантиметров, значит, от 18 я отнимаю 7, у меня получается 11,5. Значит, от проймы я буду вязать вверх 11,5 сантиметров и потом начну формировать вот эту вырез по горловине. Вот я посчитала для 3 размеров 11,5, 11 или 10, кто по какому вяжет. Я вначале давала там размеры, да? Значит, сейчас мы вяжем до проймы, делаем сокращение по пройме и вяжем вверх до того места, пока мы начнем формировать вырез по горловине на полочке. То есть я буду вязать 11,5 сантиметров от этой точки.
Ну вот смотрите, вторую полочку я довязала до того места, когда мы начнем делать вырез по горловине. Значит, даже я связала второй карманчик, но я его еще не пришила, да? Значит, сейчас мы начнем делать вырез горловины. Значит, для этого вспоминайте, сколько у вас петель было на плече. У меня это 17 петель, так же как по спинке, да? Вот я их отметила маркером, 17 петель. Дальше смотрим. Значит, вот здесь вот я мерила, да, что у меня вот это расстояние от того, как место, как мы будем, вот сейчас, как мы начнем вырез по горловине, до того места, как скос плеча, надо провязать 5 сантиметров. И вот за это время мы сделаем скругление горловины, и потом уже будем делать скос плеча точно так же, как по спинке. Уже не будем вот этот рог, здесь будет просто ровная идти планочка, да? Значит, вот эти 5 сантиметров у меня примерно, вы можете также вот здесь вот по своему вязанию, у меня это примерно 24 ряда. Вот так вот 24 ряда. Я вот делала, с одной стороны я уже сделала, вот и пометила, у меня 24 ряда я нарисовала туда-сюда, туда-сюда. И в первых двух рядах, значит, здесь я делала лицевой в изнаночном, я закрыла петли планки. А здесь, так как это у меня правая планочка, я сначала закрою, правая половинка, я сначала сейчас закрою 8 петель планки, свяжу до конца и вернусь. Это у меня будет первый и второй ряд, да? Сейчас вы тоже сделаете. Закройте петли планки и вернемся назад. Вот я провязала первые два ряда, закрыла петли своей планки. Теперь дальше смотрим, сколько петель у нас осталось до петель плеча. У меня здесь 11 петель. И вот в течение вот этих 5 сантиметров я должна закрыть вот эти 11 петель. Вот я их здесь закрывала, и теперь буду закрывать здесь. Значит, смотрю, у меня осталось, ну, я не знаю, у меня получилось так. Значит, вы сами смотрите, сколько вам рядов надо связать и сколько петель надо сократить в этих рядах. И равномерно распределите, да, может, скажем, 1, 1, 1, 1, 1, все, закончились петли, остальной кусочек просто по прямой вяжите. Это как у вас получается, да? У меня получилось, что у меня осталось 22 ряда, и надо сократить 11 петель. То есть в каждой паре рядов я буду сокращать одну петлю. В данном случае у меня будет нечетные ряды. В третьем, в пятом, в седьмом, в девятом и так дальше. Да? Значит, я буду сокращать все петли, пока у меня не закончатся петли до плеча. Значит, как я буду делать? Так как я вяжу правую полочку, здесь у меня нитка вот, она как бы вот здесь начиналась. Я ее сейчас перехвачу, потом, может, я ее обрежу и спрячу. Ну, сейчас просто вот так буду ее брать, да. Значит, кромочную я снимаю. Потом я провязываю, смотрю по рисунку. Мне надо эту снять. И потом следующую сократить. Я вот их сейчас провяжу. Вот эти две вместе с наклоном влево. Потом следующую по рисунку я снимаю. Опять у меня серая. Вот я первое сокращение сделала, да? Значит, мы делаем как? Мы провязываем кромочную, потом две вместе и дальше вяжем по рисунку. И так мы должны сделать, вот у меня это 11 раз. Теперь я продолжаю вязать все по рисунку, ряд до конца, докажу до конца, вернусь. В следующем, в пятом ряду, я опять сокращу одну петельку, провяжу в седьмом и так дальше, пока я не провяжу свои 22 ряда. Ну вот смотрите, на второй половинке я тоже сделала вырез по горловине. И теперь нам остается сделать скос плеча. И вспоминайте, как у вас было по плечу, да? Вот я достаю свой рисунок, и у меня было, значит, 17 петель, я их делила на 5 участков. 4, 4, 3, 3, 3. И также я повесила сейчас маркеры. И что мы делаем? Мы продолжаем вязать рисунок, да? Значит, в первом ряду мы не довязываем до первого маркера, разворачиваемся. Второй ряд до второго, разворачиваемся. Третий ряд до третьего, разворачиваемся. Четвертый ряд до четвертого. И
наше плечо будет готово. После этого, ладно, давайте не после этого, мы сейчас сделаем плечо, да? Значит, вот это у меня правое плечо, здесь будет левое в зеркальном отображении. Вы вспоминаете, как вы делали на спинке один в один. Сейчас я сделаю скос плеча, и потом мы продолжим. Скос плеча я сделала по переду. Теперь серая нитка нам больше не понадобится. То есть у меня это дополнительная. Я ее обрезаю. И у меня здесь красная ниточка. Вот красной ниткой сейчас будем соединять петельки наших двух плечей. Да? Здесь вот, где у нас было снято на нитку петли плеча, я их уже пересняла на спицу. И сейчас мы будем их соединять вместе. Так как у меня нитка осталась справа, значит мы будем взять справа налево отсюда. Значит, я вот эту часть мою переда переношу сюда и складываю наши две части лицом внутрь, да? И вот у меня здесь есть серая, то есть красная нитка еще от клубка. И теперь мы будем по парам соединять наши петли. Значит, вот я беру первую петельку с одной спицы, серую, и первую с другой спицы, и провязываю их вместе лицевой. И спускаю опять вторую петельку, и там вторую петельку. Провязываю вместе и протягиваю через первую. То есть мы закрываем петли плеча. Там, где у нас будут встречаться двойные петли, где мы делали с вами разворот, вот эту двойную петельку мы будем провязывать как одну. Вот видите, у меня здесь двойная петля, вот я ее беру, и здесь двойная петля. Вот я их провязываю вместе и протягиваем через первую. Итак, мы должны закрыть все петли плеча до конца. Количество петель у вас должно быть одинаковое. Давайте вот это сейчас сделаем. Ну вот смотрите, что у меня получилось. Вот так выглядит этот шов. В принципе, на таком рисунке и не видно, да? Значит, вы сейчас тоже сами доделаете первую и вторую полочку, обе полочки свяжите, соедините плечевые швы, и потом мы перейдем с вами к рукаву. Значит, на этом первая часть закончилась. Во второй части мы с вами свяжем рукав, и мы будем обвязывать с вами все изделие вот таким вот красивым швом. Я вам покажу швом или вот так обвязка, вот как это здесь делается. Я вам покажу, как она будет делаться. И мы обвяжем все: горловину, полочки по низу и рукава. И потом будем заниматься с вами застежкой.